Жители города Набережные Челны наткнулись на необычную находку в ближайшем лесу. У лисьей норы плакали и искали еду 7 крошечных щенят, которых кто-то целенаправленно оставил одних в таком месте. Информацию о малышах в соцсетях заметил опытный заволонтер, который и позаботился о семействе. Мужчина забрал блохастых и плачущих щенят на передержку. Забегая вперед, скажем, что все они были удачно пристроены, но в этом рассказе речь пойдет о слабеньком и неказистом малыше, которого назвали Диком. Дик был самым маленьким и слабым из всех щенят. Он постоянно отставал от своих братьев и сестер, плохо ел и выглядел очень болезненно. Заволонтер переживал за его здоровье и старался обеспечить Дику наилучший уход. Дик провел на передержке несколько недель, пока ему искали новый дом. Все это время заволонтер заботился о нем, кормил, лечил, играл с ним. Постепенно Дик начал поправляться и становиться более активным. Первая фотосессия у Дика прошла на улице, в жару, когда он был еще едва вставшим на лапки, тощим и почти беспомощным малышом. Конечно, на такого хиленького парня никто не обратил особого внимания, потому Алексей решил забрать его в свой дом и уже оттуда искать ему хозяев. Под чутким контролем Алексея Дик окреп, поправился, избавился от всех своих болезней и даже научился улыбаться. Как и все щенята его возраста, он с любопытством исследовал окружающий мир и хвостиком ходил за вожаком, своим спасителем Алексеем. Вскоре о Дике узнала Мария, которая как раз искала пушистого друга для своего сына и будущего охранника для своего двора. Девушку не смутило отсутствие породных качеств у Дика, он понравился ей и вскоре был уже в новом доме. Теперь Дика зовут Трезором, и он очень подружился со своим юным хозяином Егором. Трезор быстро освоился в новом доме и стал любимцем всей семьи. Он был очень дружелюбным и ласковым псом, который всегда готов был поддержать любую игру или просто полежать рядом с хозяином. Егор был рад новому другу и проводил с ним все свободное время. Они вместе играли во дворе, гуляли по утрам и вечерам, а также учились новым трюкам. Трезор оказался очень способным учеником и быстро запоминал команды. Мария была счастлива, что ее сын нашел такого верного друга. Она знала, что Трезор будет защищать Егора и их дом от любых опасностей. И действительно, пес всегда был начеку и предупреждал хозяев о приближении незнакомцев. Так прошло несколько месяцев. Трезор вырос и превратился в красивого и сильного пса. Он продолжал радовать своих хозяев и быть им верным другом. Семья не пожалела, что приютила у себя этого милого и умного щенульку, который стал им по-настоящему дорог. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.